Ты вот, ты хороший человек, и я тебя люблю. Ты вот, бро. А теперь приготовься! This is reaction time! И я ваш пытливый друг Бяко 19. И сегодня у нас будет One Ok Rock с треком Stuck in Middle 35. И 35 повторяется римскими цифрами. Очень интересно, почему. И интересно, что тут не stuck in the middle, да, то есть не застрял в середине чего-то, а stuck in middle 35, то есть застрял в средних 35, да. Очень интересно, про что трек. Я очень взволнован. У нас опять лайв от One Ok Rock, которые просто рвут на сцене вживую. И тречок, работа, попала к нам на канал только благодаря моему бусти-бро Аджуми. Аджума, привет, не забудьте поблагодарить моего бусти-бро в комментариях за то, что работа попала к нам на канал. И без более лишних слов, не забывайте про то, что у нас скоро будут изменения на канале. Визуальные, по крайней мере. Погнали. Блин, всегда в такие моменты, когда я не понимаю, что он говорит, особенно с учетом его выражения лица, такое ощущение, как будто он угрожает зрителям. Типа, слышите вы там? Если кто-нибудь будет рыпаться во время моего выступления, я спущусь со сцены и порву вам всем бошки. Приблизительно с такой интонацией это все звучит. Но я понимаю, что он пытается мотивировать народ, и, скорее всего, это что-то важное. Агрессией он пытался донести важность сути трека до слушателей еще до начала, подогреть слушателя, так сказать. Но, блин, это всегда хохма, с учетом того, что я не понимаю языка. Я слышал этот трек? Гитарка пипец знакомая. Или она просто такая охрененная, что мне хочется думать, что я его слышал. Блин, не, мелодия определенно знакомая. А атмосфера накаляется нереально мощно. Охренительное интро. Барабанщик просто рвет и мечет. Йоу! Обалдеть! Я уже вспотел. Извиняюсь за излишние подробности. Просто обратите внимание на лицо гитариста. Такой, это что за зверь в нем сидит?
Обалдеть, блин, я пытаюсь сосредоточиться на тексте, но музыка настолько охренительная, что ты просто в момент отключаешься, и ты такой, это очень круто. И, блин, это реально мощное живое выступление, даже для ребят с учетом, как бы, моего знания и их уровня, и ни капельки сомнений относительно того, что это будет, как бы, просто пушка. Блин, это даже для них очень круто. Типа, я не знаю, получилось у меня правильно выразиться, чтобы вы поняли, что я хочу похвалить, по факту перехваливая, но не боясь этого, потому что невозможно перехвалить этот уровень перформанса. Ладно, по смыслу потом. У меня сейчас какая-то каша в голове. Охрененное выступление. И охрененный трек. Это про любовь. Погоди, чувак. Давай без этих 3, 2, 1, окей? Сейчас будет разрыв просто. Пипец. Меня еще больше прошибло. Хорошо, что я нажал на паузу. Это получается про то, как ты неосознанно слишком сильно давишь на газ, с учетом того, что все еще только должно развиться, а для тебя все уже развилось к пику того в твоей голове, в твоем представлении и ощущении реальности. Но вы еще не в тандеме для человека, к которому ты испытываешь эти неописуемо сильные чувства, который надеется на то, что они будут как бы устойчивыми, вечными. Там все еще есть знак вопроса, который для тебя не существует, но ты забываешь о том, что еще не прошло достаточно времени для того, чтобы вот утвердилось все, и ты слишком сильно давишь. Ты ведешь себя так, как будто вот уже прошла вся вот эта букетно-конфетность, скажем так, и в итоге портишь все этим самым. Пытаясь получить все и сразу, в итоге теряешь все, остаешься ни с чем. И, блин, он в тексте говорит I stuck in the middle. То есть я застрял где-то посреди. Вот, прям посреди. И сказать, что мне достаточно, я не могу. Stuck in middle 35 имеет совершенно другое значение. Типа, при чем тут 35 вообще? Я не скажу, что я разобрался в куплетах, может, там есть какой-то уточняющий фактор для того, чтобы собрать пазл воедино, но сейчас, скорее всего, я несу какую-то чушь. Посмотрим, как будет дальше. Блин. Вся группа просто психи в самом хорошем смысле. Обалдеть, как красиво! Я должен это сказать до того, как трек закончится. Зачастую, в большинстве случаев, One Ok Rock берут меня тем в своих треках, что они музыкально реально крутые. Очень крутые. И именно с точки зрения музыки я охреневаю от того, как они пишут свои треки,
создает инструментал, как вокалист просто рвет и мечет своими скиллами и каждый раз умудряется удивлять всякими новыми фишками. Но в этом треке ребята просто покорили меня эмоцией. Это, наверное, самый мощный именно с эмоциональной точки зрения трек, когда не вдаешься в подробности лирики, да, то есть именно от того, как звучит песня, вот эта атмосфера, настроение, эмоция внутри просто зашкаливающе яркая. Это про что-то мощное, неважно, что конкретно, про что-то мощное, что просыпается внутри тебя во время прослушивания, и это совершенно другой спектр эмоций. Типа, тут нету конкретики, это хаос, который приводит тебя в состояние радости и счастья. Охрененно. Так ровно держаться во время прыжка! Блин, это самое мощное выступление от ребят, которое я видел и слушал до сих пор. Пипец! И, блин, не побоюсь выразить эту мысль, основанную только на моих нынешних ощущениях, что это одно из самых мощных выступлений в принципе среди всего, что я слышал за всю свою жизнь. Это было мега круто. Блин, понимаете, когда я редко, но все же выражаю мысль о том, что абсолютно все в этом треке, в этой работе, в этом выступлении, неважно, круто. Я имею в виду, всегда имел в виду до сих пор, до вот этого момента, все составляющие, которые на поверхности, все составляющие, которые любой среднестатистический зритель и слушатель сможет оценить. Здесь столько много деталей, на которые можно обратить внимание и сказать: блин, ты и это так охрененно делаешь, ты и это так охрененно делаешь, что я буду очень долго перечислять. Это не просто музыка, в целом музыкальная составляющая, детально каждая часть, и фактор того, что они порадовали и слушателей, которые не так хорошо разбираются в музыке, но любят пожестче, попсовыми моментами порадовали слушателей для того, чтобы трек был запоминающимся, сложными конструкциями, реально охрененным исполнением и легкостью как бы воспроизведения всего этого на сцене, с такой интенсивностью движения на сцене, с такой эмоцией при всем при этом. Это охрененно. Они и сами были наполнены этой эмоцией и смогли ее показать, что доказывает неопровержимо и без сомнений факт того, что они очень-очень-очень тщательно репетируют перед выступлениями. Просто no doubt в этом, да? Это респектище просто. Блин, Аджума, огромное спасибо. Огромное. Я в таком восторге сейчас. И я в текст и вернусь. Я просто бешусь, когда такие моменты случаются со мной. Не, я понимаю, что большую часть своей жизни я был достаточно тупеньким, но, блин, уже в этот период своей жизни, когда я настолько углублен и опытен в плане ведения размышлений относительно любых тем, когда я что-то не понимаю,
особенно относительно чего-то в философском формате, просто хочется разорвать себе голову нахрен на части. Во-первых, нет, я скорее всего был неправ, это вряд ли про любовь, или, как минимум, вряд ли только про любовь, но я больше чем уверен, что это что-то более глобальное. Ну, тут немного, я могу дословно перевести практически, да? What we finally found wasn't what we wanted, wish I could have gone to where we started. То, что мы нашли, не было то, что мы хотели. Хотел бы я, чтобы мы сумели вернуться туда, где мы начали. Back to black, I can't see what's around me. Back to black, hope to gain some control. Вернуться в черноту, да, где невозможно было увидеть, что вокруг меня. Вернуться в черноту, надеясь как бы заполучить хоть какой-то контроль. I gave up everything, I tried to have it all, and I'm stuck in the middle, I couldn't have it all, now I'm alone. Я отдал все, да, бросил все. Я пытался иметь все, это все тут говорится, и застрял в середине. Я не мог иметь все, и теперь я один. And I've been down and out, now I'm stuck in the middle, I'll never get to say this is enough. И я был сломлен, как бы вышвырнут за пределы, скажем так, и сейчас застрял в середине, и я никогда не смогу сказать «хватит». О чем ты? Блин. Типа, слишком много мыслей. Текст кажется слишком обобщенным, слишком обширным, захватывающим очень чересчур большое количество тем. Я могу и про отношения, и про веру, и про философский подход, попытки осознания себя и идентификации в этом мире, в социуме, в плане какой-то зависимости, может быть, слишком много идей относительно того, о чем же трек. И я больше чем уверен, что тут есть какая-то конкретика, которая, я не знаю, может быть из-за того, что есть какой-то бэкграунд, то есть предыстория, которую я не знаю, потому что я не так пристально слежу за ребятами. Если да, пожалуйста, напишите в комментариях. Очень-очень-очень интересно. И узнав этот маленький кусочек пазла, мне больше не будет так обидно, и я не буду считать себя настолько тупым. Надеюсь, у вас есть инфушечка. Потому что в противном случае я буду считать себя тупым. Долго. В любом случае, охрененные эмоции от трека, и на самом деле, шутки в сторону, я люблю такие моменты, я обожаю такие моменты, когда у тебя башка кипит, вроде как от чего-то простого, что заставляет тебя на максималках врубить свой мозг, и все равно это тебе не помогает для того, чтобы добраться до истины. Это гениально, ну, текст вот гениальный. Это очень круто. Охрененное выступление, еще раз подмечу, огромное спасибо. Спасибо, Аджуми, еще раз. Не забудьте поблагодарить моего Бусти Бро в комментариях за то, что работа попала к нам на канал, если вы этого еще не сделали. И если вам понравилась моя реакция, не забудьте поставить лайкосик этому видосику. Затыкайте там его до смерти, отметьте кнопку подписки как следует, чтобы ей мало не показалось, и пните колокольчик, он это тоже заслужил. Если у меня получилось поднять вам настроение, вы захотите поднять мне его в ответ, угостив меня чем-нибудь, ссылочки на то, чтобы это сделать, на Donation Alerts и Бусти в описании данного ролика. И да, оформляя одну из ежемесячных подписок на моем Бусти, вам будет предоставлена возможность тем или иным способом влиять на материал, выходящий на канале, в зависимости от уровня подписки, и вне зависимости от какого-либо уровня у вас будет возможность общаться с моими остальными бусти-бро в охрененном нашем закрытом чатике Дискорда с офигительной атмосферой, где я тоже частенько зависаю, не так часто, как хотелось бы, но все же. И да, не забывайте про мой Инстаграм и про мой ТикТок. Всем спасибо за просмотр, увидимся снова в следующем арти-ролике. Чуть глаз себе не выбил.